Место встречи выбрано так, чтобы температура воздуха не отличалась от температуры холодильника. Трамп рассказал детали договоренностей с хозяином Кремля. Интрига недели: кто еще полетит на встречу президента США и Путина? Другая война закончилась, давний конфликт завершен. Стороны подписывают мирное соглашение. Секретный отчет вызвал шок в Германии. Даже смотреть на небо может быть небезопасно. В Польше все тревожнее. Москва ищет исполнителей терактов, и агентом может оказаться кто угодно. Эти и другие самые важные события субботнего вечера 9 августа. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Трамп бросил новую политическую бомбу. Мирное соглашение по войне в Украине может включать обмен территориями. На брифинге в Белом доме он заявил, что уже готовит встречу с Россией, а позже написал, где и когда эта встреча состоится. Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года в штате Аляска. Подробности будут опубликованы позже. По замыслу президента США, Зеленский должен быть готов подписать что-то, чтобы завершить войну. В планах вернуть часть земель и провести взаимный обмен, затрагивающий территории, за которые шли ожесточенные бои. Президент Украины ответил, причем довольно чітко. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Владимир Зеленский может присоединиться к исторической встрече на Аляске. Источник CBS News уверяет, речь идет о прямом участии украинского президента в трехсторонних переговорах, которые обещают стать главным геополитическим шоу года. Все на фоне разговоров о скором мирном соглашении и обмене территориями. Трамп также повторил, что именно вмешательство США предотвратило превращение войны в мировую. Я бы сказал так, эта война могла перерасти во что-то гораздо большее, в мировую войну. Я думаю, если бы мы не вмешались, конфликт между Украиной и Россией закончился бы мировой войной, и я это остановил. Теперь единственный вопрос, когда все будет урегулировано, и это может случиться очень скоро. Как пишет издание Axios, перед встречей на Аляске чиновники из Соединенных Штатов, Украины и нескольких европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании. А мы поговорили о возможных встречах и о тех плодах, которые они могут принести, с украинским политтехнологом Ярославом Макитрой. Я думаю, вот этот саммит, что вы говорите, он как раз и будет об этом, чтобы Трампу донести совместную мысль. Вот здесь Европа и Украина готовы обсуждать, а здесь нет. Если Трамп будет действовать в этих рамках, плюс учитывая, конечно, интересы Соединенных Штатов и свои там личные убеждения, это все сойдется вместе и в пространстве, что называется. В то же время это не вызовет отторжения у Путина, что озвучил Трамп. Оно пошло где-то вразрез. Или он не должен был этого озвучивать, или же это не то, что где о чем договаривались до этого. То поэтому сорвать эти переговоры и результативность в светле того, что возможности завершения конфликта, это, что называется, не то, что не сложно, это сложно, очень сложно наоборот, действительно выработать которые-то позиции. Вашингтон продолжает стрелять сенсациями. В Белом доме под аплодисменты Дональда Трампа Армения и Азербайджан похоронили 35 лет войны. Никол Пашинян и Ильхам Алиев поставили подписи под историческим соглашением, которое не смогли реализовать ни ЕС, ни Россия. Ключевой пункт сделки – новый транспортный коридор, который соединит Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью. Название звучит как политический бренд. Путь Трампа для международного мира
и процветания. США забирают себе права на прокладку маршрута, а инфраструктурой займется консорциум под американской субарендой. По данным Евроньюз, коридор будет работать в рамках армянского законодательства, а Армения и Азербайджан также направят в ОБСЕ письмо с просьбой распустить Минскую группу, созданную в 1994-м для урегулирования так называемого Карабахского конфликта. Правда, эта Минская группа за почти 3 десятилетия не добилась никакого ощутимого прогресса. Польша на военном взводе тоже. Дональд Туск подтвердил, в стране накрыли целую сеть агентов Кремля. Уже 32 задержанных: белорусы, россияне, украинцы, поляк и даже колумбиец. Он уже сел, остальные ждут суда. Главная фигура – 27-летний колумбиец, прошедший подготовку у российских спецслужб. Его обвиняют в серии поджогов, склады в Варшаве и Радоме весной 2024-го, потом автовокзал в Праге. В Чехии он получил 8 лет, и теперь его ждет польский суд. Каждый, кто дестабилизует państwo polskie, Любой, кто дестабилизирует польское государство, является прямым или косвенным пособником российских спецслужб. Именно поэтому мы будем действовать безжалостно. Именно поэтому я обратился к министру Кирвинскому, Симоняку и Журеку с просьбой принять еще более интенсивные меры как для предотвращения рисков, так и для разоблачения всех тех, кто атакует польское государство за российские деньги. Подробности о других шпионах пока в тайне, но премьер уже дал понять: включен режим боевой готовности, спецслужбы переходят на красный уровень. К тому же Россия ведет тихую, но целенаправленную охоту за польской молодежью, особенно за теми, кто чувствует себя одиноким и потерянным. Мы с вами говорили об этом уже в нашем телеграм-канале и нашей страничке в соцсетях, но, тем не менее, профессор Ирена Липович из комиссии по исследованию российских и белорусских влияний предупреждает: вербовка идет по классической схеме, но с современными инструментами. Подростки становятся живой валютой будущей войны. В зоне риска замкнутые парни, которые часами сидят в ТикТок или Телеграм, увлекаются теориями заговора и не доверяют официальному миру. Сначала их профилируют онлайн, завоевывают доверие, льстят, заставляют почувствовать себя избранными. Первое задание даже кажется безобидным: расклеить листовки и получить за это слишком щедрую оплату в биткоинах. А потом шантаж: либо несешь рюкзак с неизвестным грузом к супермаркету, либо твои близкие пострадают. Признаки вербовки заметны: резкая радикализация, ненависть к Европе и НАТО, штампы российской пропаганды вроде «коллективный Запад» или отрицание существования украинской нации. По словам экспертов, Россия таким образом формирует резерв на случай вторжения в Польшу. Подростки – это будущие призывники, и Кремль вкладывается в эту инвестицию на годы вперед. Учителя уже бьют тревогу, они видят, как с некоторыми учениками что-то происходит. Действительно ли активизировались российские агенты и вербовщики, стала ли эта проблема остро, или все-таки это внутренние политические истории Польши? Поговорили об этом с политтехнологом Ярославом Макитрой. Я думаю, что, наверное, с внутреннего, наверное, да, элементы внутреннего противостояния есть, и они весьма велики, потому что приход Навроцкого, нового президента, к власти, конечно, будет борьба за власть. Есть конституционные полномочия, но есть реальные политические влияния, реальные. И у Навроцкого есть предпосылки, скажем так, иметь влияние больше, чем он имеет по Конституции. Конечно, это может не нравиться Туску, не будет нравиться, и будет борьба за это влияние. И как раз русский фактор, он хороший инструмент для ослабления этого влияния Навроцкого или недопущения потенциального влияния. Этот фактор войны, он многое может изменять в силу тех обстоятельств, которые будут на фронте, и тех обстоятельств, которые будут возникать во время переговорного этого процесса, который мы зашли. Я думаю, всей Европе, соседям Украины, еще много придется переосмыслить и понять, что они на выходе хотят и к чему они готовы. Тихая война в Германии. 536 шпионских дронов за 3 месяца. В небе страны с января по март разворачивалась тихая, действительно тихая война. Невидимые разведчики кружили над военными базами, энергетикой и критической инфраструктурой. Об этом пишет Bild, ссылаясь на секретный отчет Федерального управления криминальной полиции. Всего зафиксировано 270 эпизодов, причем в 55 из них дронов было несколько, иногда целые звенья. Чаще всего они появлялись вечером и ночью, будто выбирая момент для скрытной разведки. Кульминация: над американской авиабазой «Рамштайн» одновременно прошли до 15 аппаратов в четкой формации. Кто управляет этой воздушной армией — вопрос, на который спецслужбы пока отвечают молчанием.
5 лет назад Беларусь вышла на улицы и оказалась в тюрьме. Сотни тысяч людей тогда верили, что переломили историю, но вместо свободы получили новый, отточенный до садизма механизм подавления. Лукашенко пережил протесты, потому что его страховали деньгами, дубинками и штыками. С тех пор он выжигал страну напалмом репрессий, пока она не превратилась в медленный 37-й год. Тихие подъезды, где каждый стук — сигнал, что за тобой пришли. Лайк или кулон — повод для срока, и тысячи судеб, сломанных в колониях, где шьют форму для войны против Украины за копейки и под ударами дубинок. Беларусь 2025-го — это ГУЛАГ на карте Европы, страна-заложница Москвы и собственного диктатора. За 5 лет репрессированы десятки тысяч, осуждены тысячи, умерли как минимум 8 политзаключенных. В списке экстремистов уже тысячи имен, а в списке террористов сотни. Каждый, кто не готов кланяться, рискует оказаться за решеткой. На воле страдают семьи, теряют работу, бизнес, дома, а сам Лукашенко торгует узниками как валютой, выпускает одного, чтобы посадить 4 и обменивает жизни на ослабление санкций. Внутри тишина, снаружи изоляция. Беларусь отрезана от Европы, вцепилась в Россию и превратилась в ее прифронтовой плацдарм. И все же память о свободе не убита. Она прячется в тени, ждет момента, и каждый, кто выжил в этой мясорубке, живое напоминание, что история еще не поставила точку. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.